требуется регулярность медитации и общения с Высшим Я. Вам не нужно прекращать медитацию. Только регулярность принесет свои плоды. Если вы хотите достичь успеха в любом деле, например, в игре на каком-либо музыкальном инструменте, то вы должны каждый день приобретать и закреплять навыки. Медитация является точно таким же искусством, как игра на скрипке. Достаточно 15 минут, но каждодневных тренировок изо дня в день. Учитывая то, что вам придется еще около 20-30 минут потратить на подготовку себя к медитации, сделать защиту, обратиться к Архангелу Михаилу, то медитация не является легкодоступной практикой. Если еще принять во внимание, что вы живете с семьей и среди соседей, которые предпочитают громко включать радиоприемник, телевизор или слушать музыку, то практика медитации становится еще менее достижимой. Но я думаю, что на самом деле, если ваше устремление велико, то обстоятельства вашей жизни рано или поздно изменятся, и вы получите возможность для ваших медитаций. Потому что если практика медитации является той практикой, которой вам надлежит заниматься, то условия должны сложиться в меру ваших устремлений. Вы можете писать письма владыкам кармическое правление, если у вас нет условий для того, чтобы медитировать, и ситуация изменится. Вот эти внешние обстоятельства в окружающей вас жизни должны измениться. Вот. Поэтому вот эта внешняя обстановка, она подстраивается под вас совершенно без вашего даже участия. Все, что вам необходимо, это просто изменять самого себя, изменять свое сознание. Не думать о том, что внешние обстоятельства. Вы можете просто просить о чем-то, и это все сложится. Только нужно время, примерно полгода или год, на то, чтобы обстоятельства изменились. И нужно просто это перетерпеть, понять, что это ваша карма, которая вам мешает обрести вот такое, допустим, возможность медитировать. Вы должны просто это отработать внутри себя, перетерпеть это состояние, и все изменится. И вот эти ваши регулярные занятия вам не обязательно вначале проводить даже каждый день. Вы можете это делать 1 или 2 раза в неделю. И я вам рассказывала, по-моему, что я занималась практикой медитации вначале 2 раза в неделю, по субботам и воскресеньям, потому что я работала главным бухгалтером и целый день была занята. То есть с утра и до вечера. Я приходила домой в 7, 8, 9 часов вечера и не имела возможности заниматься медитацией. Но вот этих регулярных занятий 2 раза в неделю оказалось достаточно для того, чтобы происходило продвижение. Еще несколько рекомендаций, 11 глава называется. Побеспокойтесь о том, чтобы окружающие вас условия соответствовали тому, что вы приступаете к общению с Высшим. То есть вы должны побеспокоиться о том, чтобы вся обстановка внутри вас, когда вы приступаете к медитациям, была как можно более гармоничной. Если у вас не убрана квартира, если у вас все вещи разбросаны, кругом пыль, не помыт пол, то вы понимаете, что вот эта вся чисто физическая грязь, она привлекает сущности астрального плана. И вибрации самого помещения, они падает. Особенно если у вас где-то гниют овощи какие-то с дачи, вы их собрали, или цветы зацвели у вас в вазе, то вот все это привлекает сущности астрального плана, и вибрации вашей квартиры, они занижаются. Вам просто будет трудно медитировать, поэтому вы должны побеспокоиться чисто о физической чистоте. Далее я у себя дома сделала алтарь, потому что на начальном этапе это очень помогает сосредоточиться. То есть алтарь как фокус, то есть там у меня расположены фокусы владык, схема «Я есть присутствие», какие-то статуэтки, какие-то камни, свечи, благовония, книги,
Библия у меня там лежит. И как бы и вот это вот место у меня для сосредоточения было изначально. Сейчас мне не важно на самом деле, есть алтарь или нет алтаря, потому что я сосредотачиваюсь на своем сердце и иду внутрь себя. Но на первых этапах это, по крайней мере, мне это было важно. Это помогало мне возвысить мое сознание. Далее, приступайте к медитации после того, как вы примете душ. То есть тем самым вы очищаете водой свое физическое тело от каких-то энергетических воздействий внешних. То есть что-то налипло на вашей ауре, да, и вы, когда принимаете душ или ванну, вы смываете себя этот негатив. И вам просто тоже легче приступать к медитации. Также, если вы критичны к внешним звукам, то я использую такие противошумные вкладыши в уши. В аптеке, по-моему, они продаются, я уши затыкаю, но этого мне мало. Я еще сверху одеваю противошумные наушники, такое устройство для приема медитации, для приема диктовки. Медитации тоже. Поэтому вы тоже можете это использовать. А мы на прошлом занятии говорили о том, что если вам очень трудно сосредоточиться на своем сердце, на высшем, то вы должны попытаться все свои каналы восприятия этого мира забить чем-то высшим. То есть вы можете включать музыку, не только не рок-музыку, а классическую музыку, Баха, Рахманинова, которая очень спокойная, такая комфортная музыка. Вы можете зажигать палочки благовоний, какие-то масла использовать ароматические. И самый большой канал у нас зрительный, вот поэтому нужен алтарь, фокус, чтобы зрительный канал восприятия также забить вот чем-то более высоким. Понятно, да? Итак, слово «медитация». Медитация – это латинское слово, и глагол «медитари» означает в переводе с латинского «обдумывать, мысленно созерцать, вырабатывать идеи». Я придумала свое определение медитации, оно звучит так. Медитация – это высшая степень концентрации, сосредоточения. И вот тогда, когда вы начинаете заниматься медитацией, вы должны понимать, чем вам это будет грозить. То есть мы дальше, возможно, что-то тоже еще поговорим, чтобы вы окончательно поняли это. Но что такое медитация? Вы концентрируетесь. Есть очень много различных определений в интернете. Различные учителя учат методикам медитации. И под словом «медитация» подразумеваются совершенно абсолютно разные вещи. Но если вы занимаетесь истинной медитацией, то вы как бы переключаете все свое сознание на другой мир. Мы находимся в физическом мире. И этот физический мир имеет разные вибрации в зависимости от места. Если вы, например, находитесь в Москве, там один уровень вибраций. Я по вам уже вижу. Если вы, например, приехали из Риги, у вас уже другой уровень вибраций. Если вы живете где-нибудь в деревне, у вас еще другой уровень вибраций. Каждое место, оно отличается по своим вибрациям. И когда вы начинаете медитировать, вы как бы изменяете свои вибрации. Наше физическое тело и наши тонкие тела, они имеют определенный уровень частоты вибраций.
То есть клетки, они как бы все время, ну, как бы пульсируют, что ли, они живые, как сердце бьется, так же клетки бьются. И в зависимости от вашего внутреннего состояния, от места, где вы находитесь, от ваших условий, от вашей пищи, которую вы едите, эти вибрации будут абсолютно разные. Тогда, когда вы начинаете медитировать, вы изменяете свои вибрации. Когда вы изменяете свои вибрации, вы начинаете выпадать из общего вибрационного поля, в котором вы находитесь. Понимаете? То есть вы медитируете. Если вы плохо медитируете, неправильно медитируете, иногда медитируете, то это не скажется ни на окружающей обстановке, ни на вас. Если же вы начинаете очень серьезно медитировать, то есть медитация – это как йога, это жизнь, это совершенно другой просто образ жизни. Вы или медитируете, или не медитируете. Или вы устремляетесь к Богу, или вы не устремляетесь к Богу. Но если вы не устремляетесь к Богу, вы не можете медитировать. Таким образом, если вы регулярно медитируете в определенном месте, вы изменяете вибрации этого места. Если вы изменяете вибрации этого места, что происходит? Вот, например, есть у места вот такой уровень вибраций. Да? А вы начинаете медитировать. И вы потихонечку начинаете из этого уровня выпадать. Вы меняете вибрации пространства. Что начинает происходить? У вас начинают обратно вот эти внешние силы, которые вокруг, они начинают вас обратно пытаться вернуть на этот уровень сознания, средний уровень сознания. Ну, это же логично, это физика. Да? То есть, если мячик, допустим, погрузить в воду, он выпрыгивает. Так же и здесь. Когда ваши вибрации повышаются, все вокруг начинает пытаться вас поставить на место. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, нужно это почувствовать. Обратимся к лекции, которую прочитала Анни Безант в 1912 году. Анни Безант, я напомню вам, она возглавляла Теософское общество Англии после Елены Петровны Блаватской. И вот она читала лекцию в Лондоне. Она называется «Введение в йогу». В этой лекции, она достаточно большая, объемная, там не одна лекция, там 4 лекции. И в этой лекции она говорит о том, в частности, что есть два пути. Есть путь праврити марга и путь неврити. Праврити марга – это путь выступления, на котором находится огромное большинство человечества. На этом пути желания не только полезны, но и необходимы. И чем больше желаний у человека на этом пути, тем полезнее это для его эволюции. Они представляют собой те мотивы, которые толкают человека к деятельности. Где они отсутствуют, там возникает застой. Человек становится инертным. Теперь рассмотрим путь неврити. Путь неврити – это путь возврата. На пути возврата желание прекращается. Вместо него возникает самоопределяющаяся воля. Последнее желание человека, вступившего на путь возврата, это работать в согласии с волей Всевышнего. Он приводит свою волю в гармонию с верховной волей, отказывается от всех личных отдельных желаний.
Желание на пути выступления становится волей на пути возврата. Душа в гармонии с Божественным действует согласно с законом. Если мы вспомним диктовки, которые дают владыки, там тоже говорится о двух огромных циклах в этой Вселенной. Один цикл – это выдох Брамы, и второй цикл – это вдох Брамы. И вот точно так же, как этот цикл во всей Вселенной, он имеет также отношение к каждому индивидууму. То есть каждый человек в своем развитии проходит два больших этапа. Первый этап – это… Проврите, Марго. И второй этап – не врите. То есть сначала он развивается, он идет вовне. Он должен все попробовать, все испытать, получить опыт во всех возможных видах деятельности, которые есть, существуют, которые доступны. Он должен все попробовать, абсолютно все. И вот наступает этап, когда он уже насытился всем этим, что есть в этом физическом мире. И его душа желает вернуться домой. Если мы опять вернемся к владыкам и вспомним самую первую диктовку, которую дал Господь Санат-Кумара 4 марта 2005 года. Я вам зачитаю фрагмент из этой диктовки. Повышается уровень вибраций планеты. Новые энергии приходят на Землю. И большинство человечества ощущает эти энергии в виде невозможности и бессмысленности следовать дальше теми тропами блуждания во тьме, которыми оно следовало долгие и долгие тысячелетия. Это проявляется как чувство неудовлетворенности, сердечной тоски и ожидание чего-то, что вот-вот должно произойти. Наиболее чуткие люди утратили интерес к своим обычным занятиям. Кажется, что ничего из того, что прежде казалось значимым и составляло смысл жизни, сегодня не имеет ни малейшего значения. Все прежние занятия, пустое времяпрепровождение с друзьями, просмотр бесконечных сериалов, погоня за новыми безделушками, кажется, утратили всякий смысл. Все это напоминает праздничную мишуру, которая осталась на месте проведения вчерашнего праздника. Сегодня все это уже лишено смысла. Владыки дают послание для тех людей, которые закончили вот этот путь вовне и находятся на рубеже пути вовнутрь, пути возврата. Именно для этих людей дают владыки свои послания. Вы можете к себе приложить, подходит вам этот путь или нет. Вот Анни Безен говорит о том, что на пути выступления, да, на котором находится большинство человечества, людьми движет желание, мысль и деятельность. Так вот, когда человек переходит от внешнего пути к внутреннему пути, то желание должно преобразоваться в волю. Мысль должна преобразоваться в разум. То есть человек в своей мыслительной деятельности на уровне плотского ума должен перейти на уровень своего «Я Христа», высшего разума. И деятельность на физическом плане превращается в самопожертвование. То есть для человека, который как бы возвращается обратно, идет на пути возвращения,
Если он занимается какой-то деятельностью, то само для него занятие этой деятельностью превращается в самопожертвование, потому что ему уже не надо строить дома. Понимаете, он это строил давно. И если он что-то делает, то он это делает для других. И тогда человек вступает на путь возврата. Давайте вернемся к лекции Анни Безант «Введение в йогу». 1912 год, 100 лет назад. Анни Безант в своей лекции приводит 5 ступеней развития ума. Мы сейчас посмотрим эти 5 ступеней. Эти ступени не характерны для этапов развития человека, хотя сравниваются они с возрастом человека. Первая ступень, она называется кшипта. Вот видите? Кшипта. Что такое кшипта? Ум человека бросается во все стороны. Это состояние бабочки, первая ступень человечества. А в отдельном человеке состояние детства, когда мысль перебегает с предмета на предмет. И это соответствует физическому плану, деятельности на физическом плане. Если вы будете наблюдать за людьми, которые вас окружают, вы увидите этих людей. Это люди, которые живут тем, что они видят. Ну, то есть вот их сознание находится на физическом плане. А следующая ступень – это мудха. Мудха. Вот, она соответствует астральному плану. Это юношеский возраст, состояние смятения, влюбленности, потрясения эмоциями. В общем, человек начинает жить чувствами. Может там всех любить или всех ненавидеть или еще что-то. Ну, то есть вот такое состояние. И следующая ступень – это викшипта. Викшипта, которая соответствует плотскому уму. Это низший ментальный план. Викшипта – это ступень низшего ментального плана. В этом состоянии человек может быть захвачен какой-то идеей. Он может, например, захватиться идеей коммунизма. Это же хорошо, коммунизм. Или наоборот, фашизм. Или учение владык. О, учение владык. Гениально. То есть он может схватиться за какую-то идею, но потом он может также эта идея им повладела и ушла. И это объясняет, почему многие люди уходят. Да? Почему люди уходят из учения? Потому что, во-первых, они еще не прошли весь путь внешний, чтобы вернуться к внутреннему. Во-вторых, по своему уровню сознания они находятся вот на этих 3 ступенях. Им эта идея завладела, потом завладела следующая идея – крайон, или там еще что-то. И опять пошел. На этой ступени человек учится распознаванию, развлечению, отличению добра от зла, иллюзии от реальности. Это очень важная ступень низшего ментального плана. И вот когда человек уже овладевает развлечением, он переходит на следующую ступень, которая называется экаграта. Итак, экаграта. Экаграта – это высший ментальный план. Ступень соответствует высшему ментальному плану. В терминологии учения вознесенных владык это ступень «Я Христа». То есть человек заходит на ступень «Я Христа».
В этом случае уже идея подчиняется власти человека вместо того, чтобы владеть им. Человек достигает того сосредоточенного состояния ума, называемого по-санскритски экаграта, который является вот этой 4-й ступенью. И вот только тогда он вполне созрел и готов для истинной жизни. Он освободился от тирании мира, его не прельщают его соблазны, он приближается к йоге, его движение вперед ускоряется. Эта 4-я ступень соответствует деятельности на высшем ментальном плане. И вот для этих людей владыки дают свои учения. Вспомните, мы только что читали диктовку Саната Кумары. То есть вот для этих людей, которые стоят на 4-й ступени развития своего сознания, владыки дают послание. В этом случае человек уже становится носителем идеи, то есть, например, вот носителем учения. То есть не идея им владеет, а он владеет идеей. И на этой ступени он избирает одну определенную идею, внутреннюю жизнь. Он поднимается над желанием обладать предметами наслаждения, как этого, так и потустороннего мира. И затем он приближается к 5-й ступени, она называется нирудха. Это ступень самоконтроля. Она соответствует буддхическому плану, в нашей терминологии это уровень каузального тела. На этой ступени человек воссоединяет свое сознание с Богом, он поднимается как бы над всеми идеями и сам может избирать идею. Он объединяет свое сознание с высшим разумом. И вот на этой ступени он может с успехом осуществлять йогу. Наконец мы дошли до примерно темы нашей лекции.